Урок 1. Исследование достопримечательностей. Я искал лучшие предложения натуры для нашей предстоящей поездки. Есть ли у вас еще какие-нибудь планы на уме? Я хочу осмотреть знаменитые достопримечательности, пока мы там. Их обязательно должен увидеть любой путешественник. Это звучит фантастически. Здесь так много знаковых мест, которые стоит посетить, и мне не терпится сфотографироваться. Да, у каждой достопримечательности есть своя история и личное знакомство с ней. Это действительно нечто особенное. Абсолютно. Я думаю, было бы здорово узнать об их истории по мере их изучения. Конечно, мы могли бы даже присоединиться к экскурсиям, чтобы лучше понять их значение. Это отличная идея. Кроме того, это сэкономит нам время на то, чтобы самостоятельно решить, куда пойти. Точно. И мы можем максимально эффективно использовать свое время, посещая несколько сайтов за один день. Я уже в восторге. Давайте в ближайшее время подготовим наш маршрут, чтобы ничего не пропустить. Урок 2. Борьба с жарой. Здесь так душно и жарко. Я с трудом могу сосредоточиться на чем-либо. Я тоже это заметил. Мы должны впустить свежий воздух, чтобы охладить это пространство. Абсолютно. Небольшая вентиляция может существенно повысить комфорт. Это действительно может. Иногда все, что вам нужно, это легкий ветерок, чтобы почувствовать себя более расслабленным. Точно. Давайте откроем окно или включим вентилятор, чтобы обеспечить приток воздуха. Хорошая идея. Я чувствую, что могу ясно мыслить, как только воздух начинает циркулировать. Удивительно, как окружающая среда влияет на нашу продуктивность и настроение. Конечно, комфортное пространство способствует лучшей концентрации и творчеству. Я рад, что мы занимаемся этим. Это поможет нам вернуться в нужное русло нашей работы. Урок 3. Запрос на услуги прачечной. Извините, вы предоставляете услуги прачечной в этом отеле. Мне бы очень пригодилась помощь. Да, мы предлагаем помощь в стирке для наших гостей. Это очень удобно. Приятно это слышать. У меня есть несколько вещей, которые нужно постирать после путешествий. Не беспокойся. Просто заполните форму стирки, а мы позаботимся обо всем остальном. Звучит достаточно просто. Сколько времени обычно занимает услуга? Обычно это занимает около 24 часов, в зависимости от объема белья. Идеальный. Это дает мне достаточно времени, чтобы во всем разобраться. Точно. Кроме того, вы можете наслаждаться отдыхом, не беспокоясь о стирке. Я ценю это. Во время этой поездки у меня на уме одной мысли меньше. Урок 4. Планирование прогулки. Конечно, это звучит великолепно. Когда нам стоит отправиться в наше маленькое приключение? Как насчет завтра во второй половине дня? Это хорошо для тебя. Завтра днем работает отлично. Я с нетерпением жду этого. Большой. Мы можем составить список мест, которые стоит посетить, чтобы ничего не пропустить. Да, давайте спланируем наш маршрут, чтобы максимально сэкономить время на исследование. Мне нравится эта идея. Это сделает нашу прогулку более эффективной и приятной. Согласованный. Кроме того, мы сможем найти хорошее место, чтобы отдохнуть и сфотографироваться. Абсолютно.
сохранение воспоминаний. Вот в чем вся суть. Я не могу дождаться. Завтра будет захватывающий день, полный исследований. Урок 5. Как найти правильный стул? Да, я нашел уютный вариант с красивыми подушками, который идеально подходит для отдыха. Это звучит прекрасно. Комфорт. Это ключ к выбору стула, не так ли? Абсолютно. Важно иметь что-то, что поддерживает вашу спину и дает ощущение комфорта. Определенно. Кроме того, уютное кресло может сделать пространство более привлекательным. Точно. И он в хорошем состоянии, что является плюсом. Замечательно. Хорошее кресло может прослужить долгие годы, если за ним бережно относиться. Когда дело касается мебели, я всегда предпочитаю качество количество. Я тоже. Инвестиции в хорошее кресло того стоят, особенно при длительном использовании. Я очень рад добавить его в свое пространство. Это станет моим новым любимым местом. Урок 6. Запоминающийся учителя. Лучшим учителем, который у меня когда-либо был мистер Эден. Он был учителем истории. О, это интересно. Чем он выделялся среди остальных? У него был способ оживить историю посредством рассказывания историй и дискуссий. Это невероятно. Привлекательные методы обучения действительно могут вызвать интерес у студентов. Точно. Он заставил нас почувствовать себя частью событий, которые он описал. Мне это нравится. Удивительно, как увлеченные учителя могут вдохновлять своих учеников. Да, и он призвал нас критически относиться к историческим событиям. Это важный навык. Это помогает учащимся лучше анализировать и понимать мир. Конечно, я до сих пор хорошо помню его уроки даже спустя годы. Урок 7. Правила поездок. Да, если он соответствует ограничениям по размеру и весу, думаю, возьму с собой чемодан. Приятно это знать. Перед поездкой всегда важно ознакомиться с правилами. Абсолютно. Мне не хотелось бы приехать в аэропорт и обнаружить, что я собрал слишком много вещей. Точно. Умная упаковка может избавить вас от многих хлопот во время поездки. И это облегчает передвижение по аэропорту, особенно с багажом. Да, я всегда стремлюсь к ручной клади, только если это возможно, чтобы избежать задержек. Это умная стратегия. Это может сделать путешествие намного более приятным. Определенно. Прежде чем мы уедем, я дважды проверю свои сумки, чтобы убедиться, что все в порядке. Отличная идея. Всегда лучше подготовиться заранее. Урок 8. Найдите идеальную посадку. Верно. Я хочу что-то, что подойдет моей фигуре и позволит мне чувствовать себя уверенно. Это определенно важно. Правильная посадка может действительно улучшить ваш внешний вид. Точно. Мне часто сложно найти одежду, которая бы соответствовала моему типу телосложения. Я понимаю. Иногда может потребоваться немного проб и ошибок, чтобы найти то, что работает. Да, и совет друзей тоже всегда помогает. Конечно, они могут предложить ценную информацию о том, что выглядит хорошо. Я ценю это. И я буду иметь это в виду, когда буду покупать новую одежду.
большой. И не стесняйтесь пробовать разные стили. Возможно, вы найдете нового фаворита. Это правда. Мода– это экспериментирование и открытие того, что вам нравится. Урок 9. Понимание отжиманий. Затем человек толкает руки, поднимая верхнюю часть тела над землей, пока руки не выпрямятся. Это основная форма отжимания, верно. Это отличное упражнение для развития силы. Да, в первую очередь оно прорабатывает грудь, плечи и трицепсы, что делает его очень эффективным. И я слышал, что регулярное выполнение отжиманий может улучшить общий уровень физической подготовки. Абсолютно. Они станут отличным дополнением к любой тренировке. Их можно модифицировать в соответствии с разными уровнями физической подготовки, что делает их доступными каждому. Точно. Независимо от того, новичок вы или продвинутый, всегда есть способ бросить вызов себе. Вот что мне в них нравится. Это универсальное упражнение, которое можно выполнять где угодно. Да, никакого оборудования не требуется, только вес вашего тела. Урок 10. Роль обезболивающих. Лекарства, особенно обезболивающие, играют решающую роль в устранении дискомфорта. Да, даже анестетики, используемые хирургами, необходимы для безопасного выполнения процедур. Точно. Они помогают минимизировать боль во время операций, позволяя пациентам пройти необходимое лечение. Это важная часть здравоохранения. Управление болью имеет основополагающее значение для выздоровления. Конечно, удивительно, как далеко продвинулась медицинская наука в этой области. Да, и текущие исследования продолжают улучшать эффективность и безопасность этих лекарств. Абсолютно. Важно использовать их ответственно и под медицинским руководством. Определенно. Понимание их преимуществ и рисков является ключевым для пациентов. Я рад, что мы это обсуждаем. Сегодня это важная тема в здравоохранении. Урок 11. Значимые связи. Поскольку технологии развиваются так быстро, важно, чтобы мы стремились к значимым связям как онлайн, так и оффлайн. Абсолютно. Хотя технологии предлагают удобства, иногда они могут показаться безличными, если мы не будем осторожны. Да, все дело в поиске баланса между виртуальными взаимодействиями и реальными отношениями. Точно. Участие в искреннем разговоре может привести к более глубоким связям. Конечно, я верю, что даже в цифровом мире мы можем развивать настоящие отношения. Определенно. Речь идет о намеренном взаимодействии, независимо от того, происходит ли оно лицом к лицу или через экран. Верно. Мы также должны помнить о том, сколько времени мы проводим в интернете по сравнению с реальной жизнью. Да, уделение приоритетного внимания качественному проведению времени с друзьями и семьей имеет важное значение для Хорошо нашего сказано. благополучия. Давайте возьмем за правило общаться с другими значимыми способами, независимо от платформы. Урок 12. Продуктивное утро. После душа я всегда чувствую себя отдохнувшим, а потом завтракаю. Это похоже на продуктивный утренний распорядок. Что ты обычно ешь на завтрак? Обычно я предпочитаю что-нибудь полезное, например, овсянку с фруктами или смузи. Это отличный выбор. Питательный завтрак действительно может задать позитивный тон
всему дню. Абсолютно. Это дает мне энергию, необходимую для решения моих задач. Я полностью согласен. Считаете ли вы, что утро — лучшее время для планирования своего дня? Да, определенно. Утром тише, что позволяет мне ясно мыслить и составлять план. Это разумный подход. Мне тоже следует постараться сделать свое утро более продуктивным. Вам следует. Это действительно может изменить ваше самочувствие в течение дня. Урок 13. Возможности муниципального колледжа. Знаете ли вы, что местные колледжи предлагают разнообразные программы для студентов, которые хотят учиться? Да, я это слышал. Они предоставляют прекрасную возможность тем, кто хочет продолжить свое образование. Точно. От профессионального обучения до программ перевода каждый найдет что-то для себя. Мне это нравится. Это делает образование доступным для более широкого круга людей. Конечно, это также хорошая ступенька для студентов, которые хотят в конечном итоге поступить в университет. Да, и меньшие размеры классов могут означать более индивидуальное внимание со стороны преподавателей. Абсолютно. Это действительно может помочь учащимся чувствовать себя более вовлеченными в обучение. Я думаю, это здорово, что местные колледжи так поддерживают своих студентов. Они играют жизненно важную роль в формировании навыков для рабочей силы. Урок 14. Профессиональная сеть. Итак, вы надеетесь пообщаться с профессионалами в своей области, верно? Да, я надеюсь встретить профессионалов, которые смогут дать рекомендации и наставничество. Это отличная идея. Нетворкинг может открыть много дверей для вашей карьеры. Точно. Я считаю, что построение отношений с опытными людьми может быть невероятно полезным. Конечно. Думали ли вы о посещении каких-либо отраслевых мероприятий или семинаров? Да, я планирую посетить несколько конференций, где смогу познакомиться с людьми из моей области. Это звучит идеально. Это отличный способ встретить единомышленников и поделиться идеями. Абсолютно. Кроме того, на этих мероприятиях часто проводятся дискуссии с участием лидеров отрасли, что может быть весьма вдохновляющим. Определенно. Я думаю, вам будет очень полезно общаться с другими людьми вашей профессии. Урок 15. Обязанности правительства. Знаете, некоторые люди считают, что правительство не может сделать все для своих граждан. Да, я слышал этот аргумент. Они считают, что оно должно сосредоточиться на заботе о сильных и надеяться на экономический рост. Точно. Идея состоит в том, что уверенность в своих силах так же важна, как и государственная поддержка. Верно. Речь идет о поиске баланса, при котором правительство предоставляет помощь, но поощряет независимость. Да, и гражданам также важно вносить вклад в развитие своих сообществ. Определенно. Отношения сотрудничества между правительством и его народом могут привести к прогрессу. Конечно, он поощряет личную ответственность, обеспечивая при этом доступ каждого к основным потребностям. Я согласен. Это имеет решающее значение для долгосрочного развития и процветания. Будем надеяться, что подобные дискуссии приведут к позитивным изменениям в обществе. Урок 16. Ограничения на алкоголь.
Есть ли ограничения на провоз алкоголя в путешествии? Да, существуют ограничения на количество алкоголя, которое можно провозить через границу. Это важно знать. В разных странах разные правила, верно. Абсолютно. В некоторых местах разрешено определенное количество литров, в других действуют более строгие правила. Думаю, перед упаковкой лучше ознакомиться с конкретными правилами. Определенно. Вы хотите избежать сюрпризов на таможне. Верно. Также полезно знать, с какого возраста разрешено употребление алкоголя в стране, которую вы посещаете. Да, это может сильно отличаться, и важно соблюдать местные законы. Конечно, понимание этих правил может сделать путешествие более комфортным. Урок 17. Культурный суверенитет. Многие общины обеспокоены сохранением своего более широкого суверенитета, который один может защитить их разнообразные и самобытные обычаи. Да, это важнейший аспект сохранения культурной самобытности. Точно. Защита этих обычаев помогает сообществам процветать и сохранять связь со своим наследием. Будущим поколениям важно понимать и ценить свои культурные корни. Определенно. Когда сообщества чувствуют себя уполномоченными, они могут внести позитивный вклад в жизнь общества. Да, и это способствует развитию чувства принадлежности между людьми. Верно. Прославление разнообразия обогащает опыт каждого члена общества. Я согласен. Крайне важно, чтобы мы поддерживали политику, защищающую культурные обычаи. Абсолютно. Мы должны обеспечить, чтобы все голосы были услышаны и оценены по достоинству. Урок 18. Правила безопасности в аэропорту. Во время пребывания в аэропорту важно соблюдать правила безопасности. Абсолютно. Они созданы для того, чтобы обеспечить безопасность всех во время путешествия. Верно. Простые вещи, такие как ношение маски и социальное дистанцирование, могут иметь большое значение. Да, все дело в заботе о здоровье и безопасности друг друга. А соблюдение правил помогает сотрудникам аэропорта эффективно управлять потоком пассажиров. Точно. Для комфортного путешествия очень важно сотрудничать. Кроме того, знание правил может помочь снизить стресс во время путешествия. Конечно, знание того, чего ожидать, значительно облегчает путешествие. Я рад, что мы оба уделяем приоритетное внимание безопасности во время путешествий. Урок 19. Сохраняйте мотивацию. Чтобы оставаться мотивированным, важно ставить перед собой достижимые цели. Абсолютно. Это помогает иметь четкие цели, к которым вы можете стремиться. Да, и разбиение более крупных целей на более мелкие шаги может сделать их более выполнимыми. Определенно. Это дает вам чувство выполненного долга на этом пути. Верно. Кроме того, празднование этих маленьких побед может еще больше повысить вашу мотивацию. Да, важно признавать свой прогресс, каким бы незначительным он ни был. Я также считаю, что организованность помогает мне сосредоточиться на своих целях. Абсолютно. Наличие плана может помочь вам и избежать отвлекающих факторов. Давайте возьмем за правило регулярно вместе проверять достижение наших целей. Урок 20.
захватывающие планы путешествий. Я планирую поездку в ближайшее время, и это звучит захватывающе. Вы имеете в виду какой-то конкретный пункт назначения? Да, я подумывал о посещении Японии. Это было в моем списке желаний целую вечность. Это потрясающий выбор. Япония имеет такую богатую культуру и историю, которую стоит изучить. Абсолютно. Я хочу увидеть цветение сакуры и посетить древние храмы. Это было бы красиво. И я слышал, что весной пейзажи захватывает дух. Да, и еда тоже должна быть невероятной. Мне не терпится попробовать настоящее суши. Звучит вкусно. Япония определенно рай для гурманов. Конечно, мне также очень нравится знакомиться с местными обычаями и традициями. Это будет приключение на всю жизнь. Давайте спланируем наши поездки вместе, чтобы было еще веселее. Урок 21. Традиции коренных американцев. Я читал опыт детях равнин, и меня поразило то, какие у них были ритуалы и обычаи охоты и ведения войны. Да, эти традиции глубоко укоренились в их культуре и сыграли жизненно важную роль в их выживании. Они упорно боролись с различными проблемами, чтобы защитить свою землю и образ жизни. Абсолютно. Воодушевляет видеть их стойкость и то значение, которое они придают сообществу. Верно. Каждый ритуал часто имел определенное значение, связывающее его с предками и землей. Да, это прекрасное напоминание о том, как культуры могут чтить свою историю посредством обычаев и верований. Изучение этих обычаев позволяет нам лучше оценить разнообразие человеческого опыта. Определенно. Это также подчеркивает важность сохранения таких традиций для будущих поколений. Я не мог не согласиться. Очень важно, чтобы мы помнили и уважали эту богатую историю. Урок 22. Сезонные изменения. Знаете ли вы, что лето начинается в декабре, а зима в некоторых местах начинается в июне? Да, удивительно, как времена года могут различаться в зависимости от того, где вы находитесь. Точно. На Южном острове в это время прохладнее, чем на Северном, что весьма интересно. Это действительно так. Я не могу представить себе празднование Рождества в летние месяцы. Верно. Это совсем другая атмосфера. Вместо снега барбекю и прогулки на пляже. Да, мне интересно, как другие культуры адаптируются к сезонным изменениям. Конечно, в каждом регионе есть свои традиции, отражающие климат и окружающую среду. Да, удивительно, как география влияет на образ жизни и праздники. Мне бы очень хотелось когда-нибудь пережить летнее Рождество. Это похоже на веселое приключение. Урок 23. Техника прыжков в высоту. Я изучал биомеханику техники прыжков в высоту, и это действительно интригует. Да, физика, лежащая в основе этого, весьма увлекательна. Знаете ли вы, что Фасбери утверждал, что его техника чисто интуитивна? Я это слышал. Интересно, что иногда великие инновации рождаются инстинктивно, а не строгой тренировкой. Точно. Его подход произвел революцию в спорте и изменил то, как сегодня прыгают спортсмены. Верно. Это просто показывает, что творчество и интуиция могут привести к замечательным прорывам. Да,
Это заставляет меня задаться вопросом, сколько других видов спорта могло бы выиграть от подобного инновационного мышления. Конечно, использование новых методов часто может дать спортсменам конкурентное преимущество. Абсолютно. Интересно думать о том, как спорт будет развиваться в будущем. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какие новые методы появятся дальше. Урок 24. Исследование города. В эти выходные я хочу исследовать город и покататься на свежем воздухе. Я тоже. Кажется, это идеальный способ насладиться погодой и увидеть новые достопримечательности. Абсолютно. Здесь так много парков и троп, которые мы могли бы посетить. Да, и мы могли бы взять на прокат велосипеды или даже роликовые коньки. Было бы очень весело. Это отличная идея. Я люблю острые ощущения от активного отдыха, особенно когда светит солнце. То же самое. Кроме того, это хороший способ оставаться активным, наслаждаясь свежим воздухом. Конечно. Давайте составим план и решим, какие места мы хотим посетить в первую очередь. Да, мне не терпится открыть для себя новое место и вместе создать прекрасные воспоминания. Это будет приключением. Я с нетерпением жду этого. Урок 25. Баланс между работой и личной жизнью. Я заметил, что сложно отключиться, когда моя работа всегда на виду. Я полностью понимаю. Отделить работу от личной жизни может быть сложно, особенно при удаленной работе. Точно. Иногда мне кажется, что я всегда включен, даже во время простоя. Да, установление границ очень важно для психического здоровья и общего благополучия. Верно. Я часто проверяю электронную почту, даже когда мне нужно расслабиться. Это обычная борьба. Возможно, поможет установка конкретных часов работы. Создание специального рабочего пространства также может иметь значение. Абсолютно. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для создания этого баланса. Я согласен. Расстановка приоритетов личного времени может привести к повышению производительности во время работы. Урок 26. Удобства и заботы. Я считаю, что онлайн-шоппинг очень удобен. Это экономит много времени и усилий. Согласен, но иногда меня беспокоит потеря индивидуальности покупок в магазинах. Это обоснованное беспокойство. Есть что-то особенное в примерке вещей и непосредственном ощущении материалов. Да, и общение с продавцами может дать ценную информацию и рекомендации. Точно. Покупки с друзьями или семьей также могут быть интересным социальным опытом. Верно, хотя удобство. Это здорово. Мы не должны упускать из виду радость от покупок лично. Я думаю, что баланс между обоими вариантами может быть лучшим подходом. Абсолютно. Сочетание покупок в интернете и в магазине может максимизировать удобство и удовольствие. Надо будет иметь это в виду в следующий раз, когда буду делать покупки. Урок 27. Рекомендации по продуктам. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по поводу новых гаджетов? Вам стоит попробовать новейшую модель этого популярного технологического бренда. У него отличные отзывы. Действительно, я слышал много хорошего об их продукции. Какие особенности выделяются?
Время автономной работы впечатляет, а качество камеры на высшем уровне. Это звучит идеально. Мне нравится иметь надежную камеру для путешествий. Да, он прекрасно передает воспоминания, а четкость поразительна. Мне определенно интересно. Поищу в интернете и сравню цены. Хорошая идея. Всегда разумно искать лучшее предложение. Спасибо за совет. Я ценю ваши рекомендации. Урок 28. Моменты тишины. Потом я сел читать книгу. В доме было тихо, очень тихо. Это звучит мирно. Иногда немного тишины может освежить. Да, приятно иметь такие моменты, когда можно с помощью чтения погрузиться в другой мир. Абсолютно. Это отличный способ расслабиться и отдохнуть после напряженного дня. Я согласен. К тому же, потерявшись в хорошей истории, вы можете перенестись в другое место. Точно. Есть ли у вас любимый жанр, который вы любите читать в тихие минуты? Мне нравятся загадки. Они заставляют меня заниматься и гадать до конца. Это интересный выбор. Я сам люблю хорошие сюжетные повороты. Это делает процесс чтения еще более захватывающим. Урок 29. Разрешение ситуации. Я понимаю, что нам нужно разобраться с ситуацией, и мы сделаем все возможное, чтобы решить ее как можно скорее. Да, общение является ключом к поиску решения, которое устроит всех участников. Абсолютно. Важно выслушать все точки зрения, чтобы полностью понять проблему. Да, сбор всей информации помогает принимать обоснованные решения. Я согласен. Как только у нас появится ясность, мы сможем предпринять действенные шаги для решения этой проблемы. Точно. Совместная работа в команде приведет к лучшим результатам. Я уверен, что мы сможем эффективно справиться с этой задачей, если будем сохранять концентрацию. Я тоже. Давайте держать линии связи открытыми по мере нашего продвижения вперед. Да, это позволит каждому почувствовать себя услышанным и оцененным на протяжении всего процесса. Урок 30. Исследование центра города. Поскольку мы хотим осмотреть центр города, я предлагаю остановиться неподалеку. Звучит как отличный план. Это облегчит доступ ко всем основным достопримечательностям. Точно. Близость ко всему сэкономит нам время и силы во время поездки. Да, кроме того, мы можем неторопливо прогуляться, чтобы открыть для себя новые места по пути. Мне нравится эта идея. Это даст нам возможность окунуться в местную атмосферу. Определенно. И мы можем найти отличные рестораны и магазины для посещения поблизости. Абсолютно. Всегда приятно иметь варианты в шаговой доступности. Да, я в восторге от нашего приключения и не могу дождаться возможности исследовать его вместе. Я тоже. Давайте завершим размещение, чтобы приступить к планированию маршрута.